Рассмотрим постепенно все 5 способов сохранения информации на компьютер. Первый способ очень простой. Он состоит в том, чтобы не закрывать открытую вкладку. Допустим, я хочу посмотреть фильмы школы элементарной компьютерной грамотности. Я ввожу буквы ШЭКГ в строке поиска. И у меня на экране появились результаты поиска информации, связанной с символами ШЭКГ. Это сочетание букв для поиска задается довольно редко, поэтому браузер даже подумал, что я ошиблась в раскладке клавиатуры. Он подумал, что я хотела ввести на латыни символы и апостроф ру, так как на это сочетание букв и апостроф ру браузер находит 22 миллиона результатов. Но в данном случае он абсолютно не прав. Я хотела найти ШЭКГ, и у меня не было никакой ошибки. Поэтому я нажимаю на кнопку «Отменить». Вот теперь браузер показал информацию в интернете, которая содержит буквы ШЭКГ. Он нашел эти буквы всего на 4000 сайтов. Причем он все равно не уверен в том, что такое ШЭКГ, поэтому среди всех результатов он еще выдал подсказку, что такое электроэнцефалограф. Но это мне тоже не нужно, потому что я ищу именно ШЭКГ. Просматриваю результаты поиска. Я вижу, где находятся сейчас мои фильмы. Они находятся не только на сайте YouTube, а также они находятся ВКонтакте, а также на каких-то других сайтах, которые разместили ссылку на фильмы Школы элементарной компьютерной грамотности. Видимо, для того, чтобы собрать больше аудиторию для просмотра. Я знаю, что это фильмы, поэтому сейчас перехожу в раздел фильмов, который называется Яндекс Видео. На другой вкладке Яндекс Браузер открывает те видео, которые он нашел по сочетанию букв ШЭКГ. Конечно, буквы содержатся не в видео, а в сопроводительной информации к этим фильмам. Кроме самих фильмов показана еще коммерческая информация, то есть рекламная. Допустим, я хочу посмотреть фильм «Как передать показания счетчиков». Нажимаю на адрес этого фильма. Фильм первоначально показывается на этой же самой вкладке, которую предоставил Яндекс Браузер. Потому что Яндекс Браузер все еще хочет показать мне как можно больше коммерческой информации, для того, чтобы отвлечь мое внимание и привлечь к каким-нибудь другим его фильмам. Вот тут реклама, это, видимо, тоже реклама. И полно всяких фильмов, которые должны меня привлечь. Но если я хочу смотреть фильм на сайте YouTube, где он расположен, а здесь говорится, что YouTube– это источник видео, то я нажимаю на кнопочку «На сайт». Открывается вкладка сайта YouTube, и сразу начинается демонстрация фильма. Таким образом, сейчас у меня остались 3 открытые вкладки. Первая вкладка, на которой Яндекс Браузер нашел слово ШЭКГ. Он нашел в интернете 4000 результатов. Вторая вкладка, где он нашел уже ШЭКГ в разделе «Видео». Там он нашел всего 28 файлов, но добавил еще много всякой своей информации. И третья вкладка– это сайт YouTube, где демонстрируется фильм «Как передать показания счетчиков». Продолжительность фильма составляет 10 минут 30 секунд. Но если у меня нет времени внимательно посмотреть этот фильм, я могу прекратить просмотр в любую минуту и оставить эту вкладку открытой. Я могу даже закрыть браузер или выключить мой компьютер. Допустим, я выключила компьютер, а потом снова включила. Снова запускаю браузер. После повторного открытия браузера все незакрытые вкладки открываются заново. И та вкладка, на которой я смотрела фильм, тоже будет открыта браузером. Метод очень простой, но недостаток этого метода очевиден. Мы не можем оставить в браузере много открытых вкладок, так как браузер будет очень медленно загружаться.
Но у этого способа есть и свои достоинства. Интересующие нас файлы, фильмы или документы не требуют специального выделения места на нашем компьютере. Каждый файл, конечно же, находится на нашем компьютере, но в рамках пространства, выделенного для работы браузера. В случае доступа к большому файлу на компьютере в пространстве браузера находится не весь файл, а только его небольшая часть. Когда мы начинаем демонстрировать файл на экране, начинают действовать механизмы браузера, и части файла, которые отсутствовали, постепенно подгружаются на компьютер в фоновом режиме. То есть так, что мы даже не замечаем этого процесса. И не обращаем внимания на тот факт, что при начале просмотра не весь файл был нам доступен.